Здравствуйте! Предлагаю связать объемный шарф. Используя крючок 4 мм, набираем воздушную цепочку из 33 воздушных петель. Вязала в 2 нити тонкой пряжей, и шарф получился объемный, но при этом мягкий. Не теряем провязанную 35-ю воздушную петлю и набираем 5 воздушных петель подъема. В 35-ю воздушную петлю за заднюю стенку вяжем столбик с накидом и в нее же вяжем еще один столбик с накидом. Вяжем небольшую арку из 2 воздушных петель и снова в эту же петлю, куда мы провязали 2 столбика с накидом, вяжем еще 2 столбика с накидом. Пропускаем 4 нижние воздушные петли и в 5-ю за заднюю стенку вяжем снова 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. В этом ряду все столбики вяжем за заднюю стенку воздушной петли. И продолжаем до конца ряда вязать 4 столбика с накидом с общим основанием, и всего до конца ряда мы провяжем 7 одинаковых групп столбиков с накидом с общим основанием. И у нас остается 3 воздушные петли, и в последнюю воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Второй ряд провязываем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. И теперь, заводя крючок снизу в петлю основания 4 столбиков с накидом, вяжем столбик с 2 накидами.
В арку из 2 воздушных петель нижнего ряда вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И в петлю основания 4 столбиков с накидом нижнего ряда, куда мы уже провязали 1 столбик с 2 накидами, вяжем столбик с 2 накидами, заводя крючок с изнаночной стороны вязания. И далее продолжаем абсолютно одинаково. Столбик с 2 накидами вяжем в петлю основания 4 столбиков с накидом нижнего ряда. Заводим крючок с лицевой стороны вязания. В арку вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И снова в петлю основания 4 столбиков с накидом, куда мы уже провязали первый столбик с 2 накидами, вяжем еще 1 столбик с 2 накидами. Крючок заводим с изнаночной стороны вязания. Получается, что мы создаем объемный рисунок, рельеф, провязывая столбики с 2 накидами поверх столбиков с накидами. Продолжаем вязать до конца ряда. Это, в принципе, и есть вся наша схема, из которой будет состоять наш шарф. Провязываем последнюю рельефную группу и заканчиваем ряд, формируем край. Провязав последний столбик с 2 накидами, в третью подъемную воздушную петлю нижнего ряда, зацепив крючком 2 верхние стенки воздушной петли. Очень важно вязать именно так, иначе край шарфа будет неровным. И переходим к третьему ряду, который дальше мы будем повторять до необходимой длины шарфа. 3 воздушные петли, поворачиваем вязание. Столбик с 2 накидами в арку через ряд, заводя крючок с лицевой стороны вязания. В арку нижнего ряда столбик с накидом,
столбик с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Столбик с 2 накидами в арку через ряд, заводя крючок с изнаночной стороны вязания. И продолжаем вязать до необходимой длины шарфа. Мне потребовалось провязать всего 90 рядов, что составило 125 сантиметров. В конце работы отрезаем нить и прячем ее между петель. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось.